Здравия. Думал делать следующий ролик по праву, но под прошлый про видеокарты набежали заряженные интелбои. У них, как всегда, куча бабла по жизни. А остальные бомжары и должны брать кредиты ради их идолов Интела и Хуанга. Берут лохов на понт. Понт же дороже денег. Обязательно же нужно каждый год взять свежий iPhone в кредит и целый год жрать дошик. Хоть он сегодня уже деликатес по сути, а не бомж-пакет. Вижу в этом работу офиса голубых, который поступил как мудаки и заблочил доступ к их сайту. И скачки драйверов. Типа санкции, но при этом идет лицемерное поведение. Все равно барыжат своей продукцией и содержат армию ботов, пишущих высеры под роликами, призывая покупать не только их марку, но и самую дорогую и ненужную в быту. Наблюдаю это много лет просто везде. Но не считая периодически возникающих скандалов, с указанием блогерам, как правильно тестировать лагерь конкурентов, снимая требуемые галочки в настройках. Сейчас пройдемся по этим унылым говнам. Возможно, это заставит корпорацию перестать ковыряться пальцем в жопе, а затем в носу и начать что-то делать. Начнем с советского ученого Пеньковского, который сдрыснул в 90-х за бугор и там начал создавать процессоры для Intel. Он умер в 2012 году, и с тех пор Intel не смог сделать ничего архитектурно нового. Позор какой-то. Ничего не меняется, кроме чипсета. Купите раз в год новую материнку и проц, в которых нет изменений, а то и хуже по производительности. А в случае проблем проще купить все новое, ибо дешевле, чем на БУ рынке старое. А еще следует выяснять, есть ли термоконча под крышкой. AMD сейчас этим же грешат. Это дает как минимум разницу градусов в 10. Ну, либо скальпируйте и не поломайте процессор при этом, и замените на жидкий металл, который стоит как полкосмоса. Такой гемор и риски разницы в цене не стоят, а паста под крышкой года через 3 высохнет. Припой в этом плане условно навсегда. Продолжим с отсталого техпроцесса. Эй, вы же вроде в самой богатой якобы стране и главном разносчике демократии. Заводы строите кучу лет, где рывок вперед? Почему у AMD процессоры с техпроцессом 4 нанометра, а у Intel 7 нанометров? Причем стоит понимать, что это имеется в виду самый маленький компонент, а не то, что прям все такого размера. Вот мы имеем, что максимальное потребление у AMD 105 Вт, а у Intel 250 или даже больше. Но не стоит в это верить. Есть сценарии и тесты по интернету, при которых они все улетают за пределы, либо тротлят при включенных ограничениях в BIOS, или по датчикам внутри. Имеется в виду понижение частоты работы процессора. Оно обычно видно как тормоза в системе, особенно в играх. Следом упираемся в необходимость покупать более дорогое охлаждение и более дорогую материнскую плату, но не считая того, что зачастую процессоры голубых стоят дороже, только некоторые примерно в цене AMD. Еще цепану тему водянки. AMD она нафиг не нужна. А вот многоядерному горячему Intel прям требуется. И там тоже раз на раз. Если воздушная будет работать лет 10, или пока вентилятор не сдохнет, то водянка на пару лет, затем протечет. Конечно, качество от цены зависит. Плюс периодическая замена состава внутри. Короче, гемор. И да, лет 10 назад Intel доминировал. Но сегодня либо разницы нет, либо AMD показывает лучшие показатели. Особенно по баблу. Вторая тема продажных жоп в интернетах. Мол, требуется срочно покупать серверные процессоры Intel для экономии. Мол, за копейки. Это который Xeon. Блогеры получают откаты за переходящих под их роликами по ссылкам на AliExpress. И часто требуют покупать только в их проверенных магазинах. Мол, обманут обязательно в других. И это действительно может случиться. Не считая того, что Xeon технически отстают, могут не то прислать. Пишите на видео процесс распаковки. А нормальные большие магазины в санкциях все и не продают. По ящику только звездеж стоит, что чайно друг, когда на самом деле просто очередной начальник Путина. Ой, и вырубил уже процентов 70 лесов по их приказу. И мы с этого ничего не получили. Ну, кроме удорожания досок в магазинах. Но прикол даже не в этом. В нагрузку потребуется покупать хоть и дешевую, но очень медленную серверную память. И это все равно не самое главное. Проблема в материнских подвальных платах из чайной. У меня знакомый, наверное, года 4 назад купил самую дорогую материнку. Мало того, что ее требовалось шить через внешний контроллер, чтобы разлочить частоту процессора и разогнать,
Плюс гемор с разными прошивками непонятно от кого. И для каждого процессора они все разные. В итоге он уперся в проблемы с частыми выключениями компа. Купил AMD комплект следом. Сэкономил, называется. Сегодня по той же цене серверного проса можно купить какой-нибудь 1600X и получить стабильность вместо танцев с бубном. Тема серверных процессоров просто мертвая. Владельцы серверных смачно разводят население. Они меняют сервера раз в 3 года, а мусор уже рассовывают через залиху защики хомякам. Еще коснемся вот этих вот эльбрусов, которые в сборке еще дороже, чем Intel, и в разы слабее. Но главный позор, что их производят по отсталому техпроцессу на заводах чайные. Плюс они вроде как под санкции попали и официально не производятся. Причем это купленная технология, по которой не пошли забугрянные фирмы. Собственно, слава Путину. Великая Ротенбергия – самая лучшая и продвинутая страна во вселенной. Курс рубля только раз в 10 лет что-то падает вдвое, а тут ничего такого не производят. Как и станки массово. Для всего, на чем все производится. Есть только единичное микропредприятие, все остальное дешевле в чайне. Несмотря на то, что до 42% всей таблицы Менделеева здесь, у нас у всех должно уже давно быть по самолету и по золотому унитазу. Тупите дальше. Как понимаете, самое главное в ролике – позлить интелбоев. Весь Intel просто идет лесом. Даже обозревать его нет желания. Переплата непонятно за что. Плюс, а как же говнопатриотизм? Или хотя бы обида за ограничения, типа из-за санкций? Понимаю, голубые тянутся к своему цвету по жизни. Для меня разницы нет. Абы было адекватное предложение лучше других. Долгое время это был Intel. Но вот эта политика выпускать по платформе раз в год, в то время как у AMD платформа на 10 лет, сиди кайфуй. Думаю, понимаете из вышесказанного, что следует покупать процессоры AMD. И тут есть два варианта. Брать на прошлом поколении, появившемся примерно в 2016 году, под которое по сей день выходят процессоры, и который все тянет. И это обойдется, возможно, раза в 2 дешевле, если в любом сценарии. Тут не обижаю, понимаю, что большинство в нищете, как и мну. Это только Intel-бои срут баблом без остановки. Причем только в интернетах. Рекомендовал бы в этом случае брать БУ процессор и память на M4, а материнку новую. Вот так можно реально сэкономить и будет надежно. С Intel это невозможно. Все процессоры деградируют потихоньку. Зависит от условий эксплуатации. Но не ломаются. Память примерно так же. Недаром на нее дают вечную гарантию модные производители типа Кингстона. Хотя с нашими магазинами это не так. А если покупать новое, то однозначно последнее поколение на M5. Из-за барыг разница в цене не настолько огромная. Вкратце расскажу, как обстоят дела по поколениям. Начнем с прошлого AM4. С выходом AMD Ryzen доминирование Intel пошло под откос, и этому свидетельствуют больше мировые продажи и местами снизившиеся цены у Intel. Некоторые крупные забугрянные магазины такую статистику дают. Следует понимать, что все младшие процессоры любого бренда – это отбраковка, у которой глючат ядра и их отключают. Затем наращивают количество брака и выпускают младшие серии с меньшим количеством ядер, но нормально функционирующих. У Ryzen X на конце AMD отмечает самые удачные камни. В идеале требуется брать их, но не обязательно. Зависит от средств. Первым народным процессором из новой линейки был Ryzen 1600X. Затем был 2600X, они почти одинаковые, но у 1600 бывают глюки. Они нормально работают, но встречается, что отрубаются периодами. Тут просто забагованные первые экземпляры, проблемы у которых проявились позже. Настройками в BIOS это решается. Но еще с дешевой материнкой могут быть проблемы. Дальше таких проблем не было. В качестве бонус-пакета следует брать его. Плюс самую дешевую материнку. 1600X по сей день все тянет. Затем появился 3600X, и это был прорыв, когда производительность на одно ядро почти сравнялась с Intel. В многопоточности AMD делал Intel много лет подряд. Это только последние годы голубые расщедрились на ядра. И то жульничают, засовывая часть медленных недоядер. Видимо, это новое решение для отбраковки. Просто выдумали слабые ядра и начали впаривать хомячью. Мол, энергоэффективные. Затем вышел 5600X. И на этом доминирование голубых закончилось. Он и сегодня прям очень топовый процессор, и для M4 лучше брать его.
Дальше у них начались развлечения с 3D кэшем и со сгоранием таких процессоров. Потом наладили, и одно время они прям тащили. Но судя по последним тестам в интернетах, переплата того не стоит. Нет какого-то божественного прироста, из-за которого требуется удвоить, а то и утроить сумму. Лучше разницу загнать в видяху. Как и 20 лет назад она тащит в играх, а не прос. В FPS будут отличия, но не так, что огромные. В последних линейках не особо вижу отличия. На мой взгляд, лучше взять с большей частотой процессор. Пусть в повседневных задачах будет быстрее. Банально система грузится быстрее. Тем более, что процессоры на 3D каше бывают залоченные по частоте, и она меньше других. Разогнать не получится. Благо это делается одним переключателем в BIOS или парой. Теперь КМ5. Вот тут есть смысл покупать все новое. Этой технологией память в 2 раза быстрее. И нет упора в порезанной линию NVIDIA видеокарт. Все обозревать нет желания. В первом поколении был геморрой с критическими температурами и шаманством в BIOS. Мне как взрослому таким заниматься не хочется. Ставил и поехал, это мое. А реально, что следует покупать из минимального, это Ryzen 5 7500F. У них выключена встроенная видеокарта. Отбраковка, как и все младшие серии. Видеокарты зачем-то массово внедрили с этого поколения. 7500F хватит для всего. Можно еще раз загнать, и он запросто напихает последнему процессору из линейки 9600X. Также недавно вышла отбраковка отбраковки Ryzen 5 7400F с термокончой под крышкой. Медленнее на 10% и сильно греется. Еще вышло поколение мобильного говна а-ля 8000 с порезанной PCI Express 5 шиной. То есть только 4 максимум. А Ryzen 5 8400F из них очень дешевый процессор. Но все эти сопли под крышкой проще доплатить за 7500F и гарантированно кайфовать много лет. Сейчас вышло новое поколение Ryzen 5 9600X. Ему добавили кэша первого уровня и частоту подняли. Больше ничего нового. На 13-18% быстрее 7000 серии. И замечу, заявлено 65 Вт потребления, но в бусте 142 Ватта может кушать. Это к вопросу, что следует запас в системе охлаждения питальника в 2 раза закладывать на процессор. И что процессоры могут вылетать за пределы заявленного. Прикиньте, Intel с 250 Вт может улететь на 500. Проще сразу электростанцию к нему купить. Электроэнергия затянет долговую яму. Конечно, сейчас начнут кукарекать в комментах, что Intel все миллионеры и им это пофигу. Но это критические нагрузки в виде рендеров, синтетических тестов и подобном. Конечно, можно рассматривать сборки на больше ядер, но зачем? А только для бытового использования игрушек 6-ядерника на 12 потоков просто за глаза. Объясню еще про потоки. Просто пока идет конвейерная подготовка данных, ядро может простаивать, поэтому и внедрили по 2 потока на ядро. Пишите в телегу или бусти за 300 билетов в Банк России, окажу консультацию и подберу, что есть в продаже, чтобы собрать суперкомпьютер. А за 777 рупий уже буду платить больше, чтобы прям найти идеальный вариант за указанную сумму. Есть еще вариант, что я сам все куплю за ваши средства и соберу мегакомпьютер, плюс накачу пиратский Windows. Без активации. Или лучше Linux. Но тут как минимум за 10% стоимости. Да и геморрой с пересылкой. Не уверен, что хочу этим заниматься. А за 5% стоимости могу удаленно подсказать, что куда крутить и вставлять. Плюс как систему устанавливать. Всем добра, здоровья, процветания и денег.